Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Вы слышали, что близнецы – самый ненавидимый знак зодиака. Двуличные, непостоянные, слишком болтливые, эти ярлыки повисли на них как тяжелые цепи. Но что если мы раскроем секреты их природы и докажем, что эти особенности близнецов – не проблема, а дар? Осторожно, этот ролик может перевернуть ваше представление о мире. Оставайтесь до конца, чтобы узнать 23 причины, которые могут вызывать неприязнь, а иногда и ненависть к знаку зодиака Близнецы, а также вы узнаете, как превратить эти критикуемые черты в уникальную суперсилу. Итак, поехали. Причина первая – обвинение в двуличности. Близнецов часто считают двуличными, так как они умеют находить общий язык с абсолютно разными людьми. Это создает впечатление, что они играют роли в зависимости от ситуации. Однако за этой чертой скрывается их уникальная способность адаптироваться к обстоятельствам и создавать мосты между различными мирами. Кармический совет. Энергия близнецов связана с двойственностью. Им важно осознать, что каждая грань их личности дополняет другую, а их цель не выбирать, а интегрировать противоположности. Согласно кармическому закону гармонии, они могут использовать свою гибкость для объединения, а не разобщения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я гармонично объединяю все аспекты своей личности, создавая мир вокруг себя. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на мосту, соединяющем два разных берега. Один берег символизирует ваше внутреннее «я», другой – внешний мир. Представьте, как через мост проходит свет и энергия, соединяя и гармонизируя оба берега. Визуализируйте себя в центре моста, излучающим свет и объединяющим все вокруг. Ритуал на избавление от источника этой причины: подготовьте 2 листа бумаги. На одном напишите те качества, которые вы считаете внешними, а на другом – внутренними. Зажгите белую свечу, символизирующую чистоту намерений, и поставьте ее между 2 листами. Произнесите вслух аффирмации, медленно сжигая оба листа в огне свечи. Представьте, как их энергия объединяется в единую целостность внутри вас. Причина вторая – обвинение в поверхностности. Близнецы, кажется, легко увлекаются новыми темами, но редко углубляются в них. Это создает впечатление, что они поверхностны. На самом деле, это проявление их любопытства и желания познавать мир во всей его многогранности. Кармический совет. Кармический закон концентрации гласит, что фокусировка на одном позволяет достичь истинного мастерства. Близнецам полезно учиться глубине через маленькие шаги, сохраняя свое естественное любопытство. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с любовью углубляюсь в каждое дело, которое выбираю, раскрывая его истинную суть. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами глубокий колодец, наполненный чистой водой знаний. Вы медленно опускаете ведро на дно и поднимаете его, чувствуя, как вместе с водой вы извлекаете понимание и мудрость. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите книгу или тему, которую давно хотели изучить. Установите таймер на 20 минут и посвятите это время только одному занятию, полностью погрузившись в процесс. После завершения благодарите себя и Вселенную за время, проведенное в глубоком фокусе. Причина третья – болтливость. Многие находят болтливость близнецов утомительной, считая их неспособными выслушивать других. На самом деле, их потребность говорить – это способ поделиться знаниями и вдохновением. Кармический совет. Кармический закон равновесия призывает к гармонии между отдачей и получением. Умение слушать – это форма уважения к чужой энергии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я дарю свое внимание окружающим, обогащая их и себя мудростью. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что ваш голос – это река, текущая мягко и спокойно. Время от времени она останавливается, чтобы принять в свои воды капли дождя, символ мудрости, исходящей от других. Ритуал на избавление от источника этой причины: в течение 1 дня поставьте перед собой задачу: прежде чем начать говорить, сделайте 3 глубоких вдоха. Перед сном запишите в дневник, сколько вы услышали нового благодаря этой практике.
Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Близнецы. Причина 4. Непостоянство. Близнецы часто изменяют свои планы, чем расстраивают окружающих. Их непостоянство связано с любопытством и стремлением к разнообразию. Кармический совет, кармический закон ответственности учит, что свобода выбора требует уважения к обещаниям. Осознанный подход к своим обязательствам помогает укрепить доверие. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я осознанно выбираю свои обещания и с радостью выполняю их». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по тропинке, устланной золотыми камнями. Каждый камень символизирует обещание, выполненное вами. Почувствуйте легкость и гордость с каждым шагом. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите список обещаний, которые вы дали людям или себе. Каждое выполненное обещание зачеркивайте, зажигая рядом свечу как символ завершенного дела. Причина 5. Непредсказуемость. Причина ненависти. Окружающие считают, что непредсказуемость близнецов вызывает хаос. Но это проявление их творческой энергии и открытости новому. Кармический совет, кармический закон порядка гласит: хаос – это предвестник гармонии. Если близнецы научатся структурировать свою спонтанность, они обретут большее признание. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я осознанно направляю свою творческую энергию, создавая гармонию». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваш день – это чистый холст. Вы рисуете на нем яркие краски, представляя, как они плавно соединяются в удивительный узор. Ритуал на избавление от источника этой причины. Каждое утро тратьте 5 минут на планирование ключевых задач дня. Используйте разноцветные стикеры или маркеры для расстановки приоритетов. Причина 6. Нерешительность. Нерешительность близнецов вызывает у окружающих раздражение. Они долго взвешивают «за» и «против», боясь сделать неправильный выбор. Кармический совет, кармический закон действия учит, что лучше сделать маленький шаг вперед, чем стоять на месте. Решительность приходит с практикой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю решение с уверенностью, зная, что каждый шаг ведет меня к цели». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте перекресток. Вы выбираете дорогу, на которую падает солнечный луч, символизирующий правильный выбор. Почувствуйте радость от движения вперед. Ритуал на избавление от источника этой причины. Напишите 3 простых решения, которые вам нужно принять сегодня. Бросьте монетку или закройте глаза, чтобы выбрать одно, и действуйте без сомнений. Причина 7. Непривязанность близнецов к материальному миру. Близнецы часто оказываются в ситуации, когда окружающие упрекают их в излишней легкомысленности и отсутствии ответственности. Непривязанность к вещам, деньгам и стабильности кажется другим тревожной. Однако это качество близнецов связано с их природной духовностью. Их душа стремится к свободе и познанию, а не к накоплению. Кармический совет. Природная непривязанность – дар. Но в этой жизни близнецам важно научиться сохранять баланс между духовным и материальным. Согласно закону причин и следствий, энергия, вложенная в заботу о земных аспектах жизни, возвращается в виде стабильности и процветания. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу радость и гармонию в материальном мире, сохраняя свою духовную легкость. Мои решения приносят пользу и стабильность мне и окружающим». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы стоите на мосту, соединяющем 2 берега, один олицетворяет духовность, другой – материальность. Вы с легкостью переходите между ними, чувствуя равновесие и уверенность. На мосту яркий свет, который усиливает вашу связь с обоими мирами. Ритуал на избавление от источника этой причины: на закате зажгите зеленую свечу, символ процветания, и положите перед собой монету или купюру. Напишите на бумаге фразу: «Я принимаю баланс материального и духовного, и это укрепляет мою жизнь». Подержите монету в руках, представляя, как она наполняется вашей энергией.
Сожгите бумагу в пламени свечи, а монету оставьте в кошельке как талисман, напоминающий о вашем намерении. Причина 8. Близнецов обвиняют в эгоизме из-за их умения ставить себя на первое место. Это качество часто неправильно интерпретируется. На самом деле, близнецы просто стремятся сохранить свою уникальность и не позволяют другим диктовать им правила. Они чувствуют, что забота о себе – необходимое условие для развития. Кармический совет, урок этой жизни для близнецов – научиться служить другим, не теряя себя. Кармическая истина гласит, чем больше вы отдаете, тем больше получаете, но отдача должна быть осознанной и искренней. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я щедро делюсь своей энергией с окружающими, сохраняя свою уникальность и силу. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что в вашем сердце горит яркое пламя. Оно согревает вас, но его свет и тепло также распространяются вокруг, наполняя близких счастьем и вдохновением. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите белую свечу и положите перед собой небольшой сосуд с медом. Напишите на бумаге 3 добрых дела, которые вы планируете сделать для других. Проговаривая свои намерения, опустите в мед небольшую ложку соли, представляя, как растворяются все сомнения и эгоистичные импульсы. После ритуала используйте этот мед в напитках, наполняя себя и окружающих сладостью доброты. Причина 9. Люди считают близнецов поверхностными партнерами в любви. Обвинение в поверхностности в отношениях связано с тем, что близнецы ищут не только физическую, но и ментальную и духовную связь. Им важно, чтобы их партнер был интересным собеседником и соратником. Кармический совет: близнецам необходимо понять, что глубокая связь требует времени и искренности. Кармическая задача – научиться терпению в любви и доверять процессу. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я создаю отношения, основанные на глубоком уважении, любви и взаимопонимании. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы держите за руку своего партнера. Вокруг вас мягкий свет, символизирующий доверие и искренность. Вы смотрите друг другу в глаза, чувствуя полное принятие. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите розовую свечу, символизирующую любовь. Возьмите 2 листа бумаги. На одном напишите качества, которые вы цените в партнере, а на другом – свои страхи в отношениях. Первый лист оставьте под подушкой на ночь, чтобы усилить эти качества, а второй сожгите, представляя, как ваши страхи исчезают. Причина 10. Их чувство юмора иногда кажется саркастичным. Искрометный ум близнецов может выражаться в остром сарказме, который некоторые принимают за насмешку. Однако за этим скрывается желание сделать общение живым и интересным. Кармический совет: близнецам важно учиться проявлять эмпатию, чтобы их шутки приносили радость, а не боль. Согласно закону гармонии, слова имеют силу, и их энергия возвращается. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои слова наполняют мир светом, радостью и добротой. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что каждый раз, когда вы говорите, из ваших уст вылетают светящиеся слова, которые превращаются в яркие звезды, приносящие людям радость. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите синюю свечу, символизирующую правду и ясность. Возьмите лист бумаги и напишите шутку или саркастичное замечание, которое когда-то обидело другого. Прочтите ее вслух, затем сожгите, представляя, как слова трансформируются в свет и уходят во Вселенную с позитивным намерением. Причина 11. Близнецов критикуют за то, что они разбрасываются. Многозадачность близнецов иногда воспринимается как неспособность довести дело до конца. Однако их энергия направлена на изучение и познание нового, что часто приводит к переоценке своих возможностей. Кармический совет: близнецам важно научиться завершать начатое. Кармический закон утверждает: незавершенное оставляет энергетические долги, которые мешают продвижению. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью завершаю начатые дела, открывая новые горизонты для успеха. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по тропинке, усыпанной листами бумаги, символами незавершенных дел. Вы подбираете каждый лист и превращаете его в свет, который заполняет вас.
Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите 3 недоделанных дела, которые откладывали. Напишите их на бумаге и перед сном проговорите: «Я завершаю эти задачи с радостью и уверенностью». На утро начните с самого легкого из них, используя зажженную желтую свечу для усиления концентрации. Причина 12. Стремление к свободе вызывает раздражение. Многие считают, что близнецы чересчур увлечены своей свободой, забывая об обязательствах. Они стремятся к новым горизонтам и не терпят ограничений, что может восприниматься окружающими как эгоизм или безразличие. Однако их потребность в свободе – это способ познавать мир и развиваться. Кармический совет: свобода не означает разрыв связи. Нужно научиться выражать свои желания мягко и уважительно. Кармический совет: свобода – это не бегство от обязательств, а их гармоничное сочетание с личными целями. Помните, древний закон отдачи утверждает, что только разделяя свободу с другими, вы ее усиливаете. Практикуйте благодарность за людей, которые поддерживают вас. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя свобода гармонирует с любовью и уважением к окружающим. Я нахожу баланс между своими желаниями и заботой о близких». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в большом саду. Вы идете по тропинке, окруженной цветами, чувствуете легкий ветер. На пути вы встречаете людей, которые улыбаются вам. Вы делитесь с ними частью своих эмоций и продолжаете путь, чувствуя легкость и внутреннюю свободу. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите маленькую коробочку и напишите на бумаге свои основные цели. Запечатайте ее свечой, желательно голубого или белого цвета, и произнесите: «Я сохраняю свою свободу, но с любовью делюсь ею с миром». Храните коробочку на видном месте, чтобы напоминать себе о своем внутреннем балансе. Причина 13. Холодность и логичность. Близнецы часто кажутся холодными, особенно в эмоционально заряженных ситуациях. Это связано с их умением анализировать все с позиции разума, а не сердца. Такой подход может отталкивать тех, кто ищет глубоких эмоциональных связей. Кармический урок для близнецов – научиться сочетать интеллект с теплотой души. Кармический совет: закон гармонии учит, что ум и сердце должны идти рука об руку. Открывайтесь миру через действия, которые выражают заботу и тепло, даже если они сначала покажутся вам непривычными. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мое сердце открыто для любви и искренности. Я нахожу силу в сочетании разума и эмоций». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте пламя свечи внутри груди. Оно согревает вас, растапливая лед внутри. Вы видите, как это тепло передается другим через ваши слова и действия. Почувствуйте, как мир становится ближе. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите миску с теплой водой, добавьте несколько капель розового масла и положите лепестки розы. Погрузите в нее руки, закрыв глаза, и произнесите: «Я впитываю тепло мира и возвращаю его любовью». Этот ритуал помогает развить эмоциональную теплоту и укрепить связь с сердцем. Причина 14. Стремление к вниманию вызывает зависть. Близнецы любят быть в центре внимания, что вызывает у других ревность. Их яркая энергия и способность привлекать взгляды может раздражать. Однако их стремление быть замеченными – это желание делиться своим внутренним светом. Кармический урок здесь – научиться направлять свою энергию на поддержку других. Кармический совет: закон равновесия гласит: дарите столько внимания, сколько хотите получить сами. Помогайте другим раскрыть их таланты, и вы обретете искреннее восхищение вместо зависти. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я делюсь своей энергией с миром, вдохновляя других на их путь». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя яркой звездой на небе. Ваша энергия не ослепляет, а освещает путь другим. Люди благодарят вас за свет, и вы чувствуете гармонию в своей душе. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите 3 свечи, золотую, белую и зеленую. Поставьте их треугольником, сядьте в центре, закройте глаза и произнесите: «Я сияю для мира, и мой свет поддерживает других». Повторяйте это каждую неделю, чтобы направлять свою энергию в позитивное русло. Причина 15. Ненадежность в дружбе.
Близнецы часто обвиняются в том, что они ненадежны в дружбе, так как их интересы быстро меняются. Однако это связано с их врожденной любознательностью и желанием познавать мир через разных людей. Кармический урок для близнецов – ценить настоящие связи и сохранять их. Кармический совет – закон притяжения учит, что искренность притягивает к вам верных друзей. Проявляйте уважение к прошлым связям, даже если они уже не актуальны. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я создаю крепкие связи, основанные на искренности и взаимопонимании. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте ниточку, связывающую вас с каждым другом. Почувствуйте, как она наполняется светом, укрепляя вашу дружбу. Ритуал на избавление от источника этой причины: на листе бумаги напишите имена тех, с кем хотите восстановить связь. Зажгите зеленую свечу, приложите лист к груди и произнесите: «Я благодарю за дружбу и прошу гармонии в наших отношениях». Сожгите лист, а пепел развейте на ветру. Причина 16. Интеллект близнецов подавляет окружающих. Интеллект близнецов иногда кажется слишком сильным, что приводит к непониманию и чувству подавленности у других. Это может быть неосознанным, но окружающие могут чувствовать себя менее значимыми рядом с ними. Кармический урок здесь – использовать свой ум для создания общего блага. Кармический совет – закон уважения учит, что истинная мудрость проявляется в способности вдохновлять, а не подавлять. Учитесь замечать сильные стороны других и хвалить их. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя мудрость приносит пользу другим и вдохновляет на развитие. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваш ум – это светлый фонтан. Он не давит, а освежает тех, кто рядом. Люди благодарны вам за вдохновение и идеи. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите желтую свечу и держите в руках цитрин или другой камень интеллекта. Произнесите: «Я делюсь своим светом, помогая другим раскрывать свой потенциал». Этот ритуал поможет настроиться на уважительное использование своего интеллекта. Причина 17. Склонность к сплетням. Близнецов часто считают сплетниками, хотя они просто обожают обмениваться новостями. Однако это качество может приводить к конфликтам и недоверию. Кармический урок – осознанно использовать свои слова для создания добра. Кармический совет – закон причин и следствий напоминает, что каждое сказанное слово имеет последствия. Говорите только то, что несет позитив и созидает. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои слова создают гармонию и укрепляют доверие. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что каждая ваша фраза – это золотая нить, соединяющая людей в крепкую сеть дружбы и взаимопонимания. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на бумаге негативные слова, которые вы часто употребляете, и сожгите ее. Затем напишите позитивные утверждения и прочитайте их вслух перед зеркалом, повторяя: мои слова – это мост к миру и любви. Причина 18. Независимость как эгоизм. Близнецов часто упрекают в том, что их независимость и стремление к свободе выглядят как эгоизм. Люди вокруг могут воспринимать их желание оставаться самодостаточными как равнодушие к чувствам других. На самом деле, это отражение их глубокой потребности не зависеть от внешнего мира, что иногда действительно приводит к недостатку внимания к окружающим. Кармический совет: близнецам нужно осознать, что настоящая свобода рождается из гармоничных связей с другими. Закон кармы гласит: отдавая другим, ты получаешь вдвойне. Если близнецы научатся не только брать, но и искренне отдавать, их независимость станет вдохновляющей, а не отталкивающей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я свободен в своей душе и укрепляю свои связи с другими с любовью и благодарностью. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя в центре густого леса. Вокруг вас могучие деревья, их корни переплетаются, но каждое дерево стоит самостоятельно. Почувствуйте, что вы – одно из этих деревьев, связаны с другими невидимыми нитями энергии, которые дают вам силу, но не ограничивают вашу свободу. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите 2 красные свечи и поставьте их на расстоянии 20 см друг от друга. Между ними положите лист бумаги, на котором напишите слово «гармония».
Зажгите свечи, закройте глаза и произнесите: «Пусть моя свобода вдохновляет, а мои связи с миром крепнут. Пусть энергия дает силу мне и окружающим». Дождитесь, пока свечи догорят до половины, затем потушите их и закопайте недогоревшие остатки в землю. Причина 19. Тайны и секреты. Близнецов часто считают ненадежными хранителями тайн. Сложности в управлении информацией и природное желание делиться знаниями могут создавать впечатление, что они не способны держать секреты. Кармический совет, кармическое правило гласит: слово – сила, и она должна быть использована мудро. Близнецам важно учиться контролировать поток информации, разделяя моменты, когда стоит говорить и когда стоит молчать. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я мудро распоряжаюсь словами, и моя речь приносит добро и спокойствие». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в тихом зале, наполненном мягким светом. Вы держите в руках кристалл, который символизирует чужую тайну. Внутри он светится, но лучи света не выходят наружу. Почувствуйте, как вы бережно охраняете этот свет, не позволяя ему потускнеть или выйти наружу. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите кристалл или гладкий камень, например, кварц. В спокойной обстановке подержите его в руках и мысленно произнесите: «Этот камень символизирует мою способность хранить тайны. Пусть он наполняет меня энергией мудрости и сдержанности». Носите этот камень с собой в течение недели, чтобы помнить о своих намерениях. Причина 20. Отсутствие амбиций. Близнецов нередко критикуют за то, что они не демонстрируют явной цели или амбиций. Но это связано с их стремлением жить здесь и сейчас, наслаждаясь процессом. Кармический совет: согласно закону кармы, важна не только цель, но и энергия, которую вы вкладываете в ее достижение. Близнецам нужно научиться фокусироваться, направляя свою энергию на конкретные задачи, чтобы раскрыть свои скрытые таланты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с любовью и уверенностью достигаю своих целей, наслаждаясь каждым шагом пути». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте длинный мост, ведущий к прекрасному замку вдали. Каждый шаг по мосту – это маленькая задача, которую вы выполняете с легкостью и радостью. Почувствуйте, как энергия наполняет вас уверенностью с каждым пройденным шагом. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите лист бумаги и напишите 3 своих мечты. Поставьте возле бумаги зеленую свечу и зажгите ее. Каждый день выполняйте одно небольшое действие в направлении своих мечт. И по завершении записывайте результаты на этот лист. Через неделю сожгите лист в пламени свечи, благодаря Вселенную за поддержку. Причина 21. Трудности в выражении эмоций. Близнецы из-за своей аналитичности иногда избегают глубоких эмоциональных разговоров, что воспринимается как равнодушие. Кармический совет: карма учит нас: эмоции – ключ к истинной связи. Близнецам важно открывать свое сердце, не боясь быть уязвимыми, ведь это укрепляет их связи с близкими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я выражаю свои чувства свободно и с любовью, соединяя свое сердце с сердцами других». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как в вашем сердце загорается яркий свет, который наполняет вас и выходит наружу, соединяя вас с любимыми людьми теплыми лучами. Ритуал на избавление от источника этой причины: найдите тихое место и зажгите свечу розового цвета. Скажите вслух: «Пусть этот свет разбудит мою способность любить и делиться чувствами». После медитации запишите свои эмоции в дневник, чтобы лучше понять себя. Причина 22. Подозрение из-за обаяния близнецов. Близнецов часто подозревают в манипуляциях из-за их природного обаяния. Их способность привлекать внимание порой воспринимается как неискренность. Кармический совет: Вселенная учит нас: честность – это основа доверия. Близнецам важно использовать свое обаяние для добра и избегать искушения манипулировать людьми. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я использую свое обаяние с искренностью и любовью, укрепляя доверие окружающих». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по залу, наполненному людьми, и из вашего сердца исходит мягкий свет. Этот свет достигает каждого человека, наполняя их теплом и радостью. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите мед и стакан воды.
Перемешайте мед с водой, говоря: «Пусть мои слова и поступки будут сладкие и чисты, как эта вода». Выпейте воду, представляя, как энергия искренности наполняет вас. Причина 23. Изменчивость характера. Близнецов часто критикуют за их изменчивость и непредсказуемость. Окружающим кажется, что они не могут определиться, что хотят, и меняют свое мнение, как ветер. Однако это не слабость, а отражение их подвижного ума и открытости к переменам. Кармический совет, кармический закон гласит: только гибкость дает возможность расти. Близнецам важно направить свою изменчивость в созидательное русло, учась находить баланс между постоянством и обновлением. Если они примут свою природу, но добавят элемент стабильности, их переменчивость станет преимуществом. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя изменчивость – это энергия роста. Я нахожу гармонию между движением и стабильностью». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на берегу океана. Волны накатываются и откатываются назад, но под ними всегда есть стабильное глубокое дно. Почувствуйте, как вы становитесь этой водой, текучей, но в то же время устойчивой в своей основе. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите синюю свечу, символизирующую стихию воздуха, и поставьте ее перед собой. Возьмите чашу с водой и 3 маленьких камня. Держа первый камень, скажите: «Этот камень – мои перемены. Пусть они будут направлены на благо». Опустите камень в воду. Возьмите второй камень и произнесите: «Этот камень – моя стабильность. Пусть она укрепляет мои корни». Опустите его в воду. Возьмите третий камень и произнесите: «Этот камень – моя гармония. Пусть она связывает перемены и стабильность». Опустите его в воду. После ритуала оставьте чашу на ночь, а утром вылейте воду на землю с благодарностью. Такой ритуал поможет близнецам соединить изменчивость своей натуры с чувством устойчивости и уверенности. Двойственность близнецов как внутренний конфликт. Двойственность близнецов часто вызывает чувство раздвоенности, как будто 2 человека внутри них тянут в разные стороны. Это связано с их управителем, планетой Меркурий, которая отвечает за ментальную энергию и коммуникацию. Чтобы преодолеть этот внутренний хаос, важно работать с балансом энергий. Нужно использовать следующую практику. Начните с осознанного дыхания, представляя, как 2 потока воздуха, теплый и холодный, соединяются в едином ритме. Для усиления эффекта используйте энергию чисел. В нумерологии число 2 символизирует единство противоположностей. Медитируйте на него, представляя гармоничное сотрудничество 2 сторон своей натуры. Двойственность близнецов проявляется в их способности видеть мир с разных сторон, что иногда превращается в ощущение раздвоенности. Чтобы гармонизировать это качество, необходимо соединить внутренние противоположности. Аффирмации, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю свои противоположности и нахожу в них источник силы. Моя двойственность – это баланс, а не конфликт». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте весы, на одной чаше яркий солнечный свет, на другой мягкий лунный свет. Почувствуйте, как весы медленно уравновешиваются, пока свет объединяется в единое сияние. Представьте, что это сияние наполняет ваше тело, создавая ощущение целостности. Адаптация как сила, а не слабость. Адаптивность близнецов – это мощный инструмент выживания, но иногда она воспринимается как непостоянство. Здесь помогает астрологический принцип асцендента. Он показывает, как мы проявляем себя в мире. Близнецам стоит обратить внимание на свой асцендент, чтобы лучше понять, какие качества помогают им взаимодействовать с окружающими. Нужно использовать следующую практику: определите свой асцендент и начните следить за его управителем. Например, если управитель Луна, уделяйте внимание ее фазам, чтобы планировать свою социальную активность. Ритуал на растущую Луну: визуализируйте, как ваши способности адаптироваться приносят пользу вам и окружающим. Адаптивность – это возможность быть гибкими в мире перемен, но она должна быть осознанной. Связь с асцендентом помогает близнецам понять, как их адаптация влияет на окружающих. Аффирмации, которую нужно использовать в этом случае: «Моя гибкость открывает двери к новым возможностям. Я выбираю адаптацию, основанную на осознанности».
Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте себя деревом, чьи ветви мягко качаются на ветру. Почувствуйте, как корни глубоко уходят в землю, обеспечивая стабильность, несмотря на движение ветвей. Осознайте, что ваши перемены всегда опираются на внутренний стержень. Движение планет как ключ к стабильности. Влияние ретроградного Меркурия особенно заметно на Близнецах. Этот период часто усиливает их внутренние сомнения и хаос. Вместо сопротивления попробуйте видеть в этом возможность для переосмысления. Нужно использовать следующую практику. В дни ретроградного Меркурия проводите вечерние ритуалы благодарности. Записывайте, что вы узнали из сложностей дня, и просите прощения у себя за нерешительность. Сила числа 5, связанная с Меркурием, символизирует перемены. Используйте его энергию, чтобы увидеть, как каждая сложность трансформируется в урок. Ретроградный Меркурий часто усиливает внутренний хаос, но его энергия открывает возможность для самоанализа. Аффирмации, которую нужно использовать в этом случае: я использую движение планет, чтобы найти ясность. Ретроградный Меркурий помогает мне заглянуть вглубь себя. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте Меркурий в виде зеркальной сферы, которая отражает все ваши мысли. Медленно вращайте ее, видя, как хаотичные образы упорядочиваются в четкий узор. Почувствуйте, как это отражение наполняет вас спокойствием и ясностью. Символизм воздуха и связь с движением мыслей. Стихия воздуха, управляющая Близнецами, наделяет их легкостью и способностью к быстрому мышлению. Однако, без осознанной работы она может приводить к рассеянности. Нужно использовать следующую практику. Работайте с визуализацией воздушного потока. Представьте, что ваши мысли, как облако, собираются в красивый орнамент на небе. Утренний ритуал. На рассвете откройте окно, вдохните утренний воздух и представьте, как каждая ваша идея заряжается энергией новой жизни. Стихия воздуха делает Близнецов легкими и свободными, но иногда эта свобода превращается в рассеянность. Аффирмации, которую нужно использовать в этом случае: я управляю своими мыслями, как потоками воздуха. Мои идеи соединяются в ясный и мощный поток. Визуализация, которую надо применять для этого. Закройте глаза и представьте себя в поле, где мягкий ветер развивает облака. Ваши мысли – это облака, которые медленно собираются в идеальную форму, например, звезду или птицу. Почувствуйте, как этот образ помогает вам сосредоточиться на важном. Синхронизация с космическим ритмом через астрологические дома. Дом гороскопа, в который попадают Близнецы, влияет на их проявление. Например, если это третий дом, связанный с общением, они будут проявлять свои качества в интеллектуальных беседах. Нужно использовать следующую практику. Определите, в каком доме находится знак Близнецы в вашей карте, и начните работать с темой этого дома. Ритуал. Перед новой задачей зажигайте свечу желтого цвета. Она символизирует ясность мысли и связь с энергией Меркурия. Понимание своего астрологического дома позволяет Близнецам раскрыть свой уникальный способ проявления. Аффирмации, которую нужно использовать в этом случае: я живу в гармонии с космическими ритмами. Мой дом гороскопа – это источник моей силы. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте свой астрологический дом как светящийся круг, окруженный звездами. Каждый сектор круга олицетворяет одну сферу вашей жизни. Найдите тот сектор, который связан со знаком Близнецов, и представьте, как он наполняется ярким золотистым светом, который распространяется на весь круг, гармонизируя его. Работа с чакрами для внутреннего равновесия. Сердечная чакра Анахата у Близнецов часто страдает из-за их ментальной перегруженности. Это может приводить к эмоциональной закрытости. Нужно использовать следующую практику. Работайте с сердечной чакрой через дыхательные упражнения. Вдыхайте через нос, представляя, как зеленый свет наполняет вашу грудь, и выдыхайте через рот, освобождая лишние эмоции. Усильте практику с помощью камня. Розовый кварц помогает восстановить гармонию. Гармонизация сердечной чакры помогает Близнецам наладить связь между разумом и чувствами. Аффирмации, которую нужно использовать в этом случае: мое сердце открыто для любви и гармонии. Я нахожу баланс между разумом и чувствами. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте зеленый свет, который мягко заполняет область вашей груди.
Почувствуйте, как этот свет становится теплее, с каждым вдохом расширяясь и окутывая все ваше тело. Вдохните и скажите: «Я открыт миру», выдохните и скажите: «Мир открыт мне». Ключ к гармонии через нумерологию и законы кармы. Близнецам нужно научиться видеть кармические уроки в своем окружении. В нумерологии число 6 связано с гармонией и равновесием, чего часто не хватает близнецам. Нужно использовать следующую практику. Повторяйте аффирмации: «Я нахожу равновесие в каждом моменте своей жизни» 6 раз каждое утро. Дополните это наблюдением за кармическими законами. Например, закон причины и следствия. Фиксируйте свои действия в дневнике и анализируйте, какие результаты они приносят. Кармические уроки часто проявляются через повседневные ситуации, и близнецам важно осознавать их значение. Аффирмации, которые нужно использовать в этом случае: «Я осознаю уроки, которые приносят мне жизнь. Каждое мое действие приводит к гармонии». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами открыт дневник, страницы которого заполнены событиями вашей жизни. Каждая строка ведет к следующей, образуя узор кармической цепи. Представьте, как золотой свет течет по этим строкам, исцеляя прошлое и наполняя будущие страницы позитивной энергией. Путь к единству через древние учения и силу символов. Древние учения гласят, что истинный путь близнецов – найти единство в разнообразии. Символизм знака: два человека, соединенные в гармонии. Нужно использовать следующую практику. Создайте персональный амулет, используя символы воздуха, например, крылья. Заряжайте его под звездным небом, представляя, как он помогает вам сохранять легкость и целостность. Ежедневно напоминайте себе, что ваша двойственность – это дар, который делает вас уникальным. Близнецы могут найти гармонию, если начнут видеть себя частью большого космоса, где каждый символ и действие имеет смысл. Аффирмации, которые нужно использовать в этом случае: «Я нахожу единство в многообразии. Моя двойственность служит источником силы и мудрости». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на вершине горы, а перед вами открывается панорама звездного неба. Каждая звезда представляет собой аспект вашей личности. Постепенно они соединяются линиями, образуя созвездие близнецов. Почувствуйте, как эти линии связывают вас с космической энергией, создавая ощущение гармонии и уверенности. Эти шаги помогут близнецам раскрыть свои сильные стороны, гармонизировать энергию и превратить свои вызовы в возможности для роста. Вы удивлены, как каждая причина, из-за которой близнецов критикуют, на самом деле раскрывает их скрытую силу. Этот знак, как бриллиант с множеством граней, он может казаться сложным, переменчивым и даже непонятным, но именно эта многогранность делает его бесценным. Близнецы обладают уникальной способностью соединять идеи, находить общий язык с любым человеком и превращать хаос в креативность. Их двойственность – это не проблема, а дар, позволяющий видеть мир с двух сторон одновременно. Если вы близнецы, помните, ваши качества – это инструмент, который нужно просто настроить. А если в вашем окружении есть представители этого знака, попробуйте взглянуть на них через призму мудрости. Они могут стать вашими лучшими учителями, если вы поймете их природу. Но это только начало. На канале Астрологии Мудрости мы разбираем глубинные аспекты каждого знака, чтобы помочь вам раскрыть себя и окружающих. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, и напишите в комментариях, какая черта близнецов вам близка или наоборот вызывает вопросы. Если это видео наберет 6000 лайков, мы выпустим продолжение о том, как близнецам стать настоящими мастерами гармонии и использовать свою двойственность для достижения успеха. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые мудрые астрологические советы. Ведь именно здесь вы найдете ответы на свои вопросы и вдохновение для новой, удивительной жизни. Оставайтесь с нами, продолжение следует.